Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Довольна ли она своей жизнью без вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Грусть, печаль, тоска. Ребят, состояние одиночества, личная жизнь вообще стоит на паузе, не годится, очень не годится. Смотрите, чисто работа, вот никакой радости, вот честно, вот то, что я вижу, мне как-то даже взгрустнулось. Надо как-то себя взбодрить, надо настраиваться на лучшее. Потому что то, что я сейчас вижу, это состояние какой-то ненужности, это состояние, может быть, одиночества. Личной жизни вообще я на данный момент вот не вижу серьезных отношений. Чисто работа, и то я вам скажу, что даже как-то работа особо не приносит вам радости. Это работа просто как средство к существованию, да, просто ради денежки. Может проигрываться, что у вас реально вот ваш верный друг, это может быть там, я не знаю, котики, собачки, четвероногие ваши друзья. Может проигрываться состояние абсолютной апатии, когда ничего не хочется. Вроде бы и приглашают куда-то сходить друзья-приятели, особо не хочется. Когда ты просто ходишь дом-работа на автопилоте. Ну, то есть вот какая-то сейчас, вот то ли это затяжная черная полоса, да, у кого-то, вот, поскольку это общий расклад, может проигрываться, что вот это вот состояние было вот еще недавно, да. Так, что еще проигрывается? Вот посмотрите, вы ведь на самом деле вы сильный человек, вы волевой человек, вы можете как бы горы свернуть, но немного сейчас расклеились. Вы можете даже деньги зарабатывать. Вот я вам скажу, вы реально можете зарабатывать, если захотите. Сейчас у вас, знаете, вот такое состояние, когда нет стимула в жизни. Нет мотиватора. А для чего я это буду делать? Да? Для кого я это буду делать? Вот если я один, вот такое вот приблизительное настроение. Плюс еще какая-то вот обозленность может проигрываться, да, вот много злости, что в жизни что-то пошло не так, да, вот пошло совершенно не той стезей. Давайте уточним, чего это касается. Любви, конечно же, семьи, да, рассчитывали быть вместе, что все вместе и в радости, и в горести, а все пошло не так. Причем, я думаю, вы такой человек, который, ну, вы не будете совершать такие импульсивные поступки. Вы будете хорошо все обдумывать, вы все взвесите, все за и против. Вы не будете бросаться словами. Вы, ну, скорее человек слова. Вот вы как сказали, вы как пообещали, да, как говорят, мужик сказал, мужик сделал. Причем, вот знаете, я не вижу особо какого-то азарта вот к женщинам. Вот я не вижу. Вот настолько вы как-то то ли углубились в это ваше одиночество, то ли еще может у некоторых проигрываться, что вы начинаете привыкать к одиночеству, ну, к состоянию одиночества. Даже в какой-то степени, может быть, кайфовать. Хотя, с одной стороны, да, вам плохо. Ну, плохо от того, что это обманутые надежды. Плохо от того, что там унизили, оскорбили, да. То, что вся жизнь пошла наперекосяк. Но в каком-то смысле вы привыкаете и даже начинаете кайфовать от того, что вот никто не напрягает, не выносит мозг. Поэтому, опять же, да, уже неоднократно это выпадало состояние в раскладах у нас. Поэтому вот как-то так, не очень хорошее у вас состояние нестояния. Так, какая же дама пришла к нам сегодня на расклад? Давайте-ка посмотрим. Ой, такая победительница по жизни. Все любит, чтобы было так, как она хочет, как она сказала. Кружите меня, кружите. Все должно быть вот четенько. Все вот эти ее хотелки должны быть исполнены. Так, боже, как вы для нее старались? Ну, понятно, что да, это бывшая пришла к нам на расклад.
Как же вы для нее старались? Причем, может опять же у некоторых из вас проигрываться, что вы вот ждете все равно ее возвращения. Вот ждете, да, плохо, да, с одной стороны, вы вроде бы уже и привыкли к одиночеству, но вот где-то там, в глубине души, вы все равно ждете, что она придет и постучит в вашу дверь. Вот однозначно вы ждете. Хотя да, есть злость у вас на нее, есть претензии, но вот вы ее ждете. Женщина, которая вот пришла к нам на расклад, она большая любительница денег, подарков. Она очень любит себя, ну, такие женщины обычно эгоистичного характера. Кружите меня, кружите, я вся звезда королева, а вы все никто и ничто, да, вот вы как бы прислуга моя, рабы. Так, давайте-ка спросим, довольна ли она своей жизнью? Вообще, как же она поживает? Что же происходит вот без вас у нее? А не все так гладко, как ей может казаться. Смотрите, башня у нас снова выпала, да? У нее тоже вся жизнь, кстати, пошла наперекосяк. Понятно, что она вам этого не скажет. При вас она, вот если кто из вас общается как-то, конечно же, она будет держать марку, она вся такая корона, да, королева. Жизнь у нее хоть держись. Вообще все пошло не так, как она хотела. Я не вижу у нее ни любви, ни счастья в личной жизни. Она себя чувствует вообще и по финансам, я вам скажу, у нее проблемы есть. Знаете вы это или нет? У нее вообще, да, вот с мужчинами, посмотрите, башня с мужчинами. У нее однозначно, у нее не клеится с мужчинами, причем вот она любит тех, у кого такая вот сытая жизнь, да, вот кто денежный, кто может денежку дать и подарки дать, вот не клеится у нее с такими мужчинами. Вот она довольствуется какими-то вот короткими романами, и то, ну, абсолютно ни к чему не обязующие. Ну так, чисто скачет по жезлам, как вы любите говорить, да? Абсолютно, вот она не имеет того, чего она хотела иметь. Она думала, что она будет вся в шоколаде. Получилось совершенно все по-другому. Вот бумеранг в работе, бумеранг в действии. Человек, который, знаете, вот она такая, вот с виду там может даже быть неприступная, такая вся холодная, но она в душе, я вам скажу, недолюбленный человек. Это может идти даже у нее из детства, может быть, вот ваша теща, там вот ее родители. Они тоже ей не додавали много чего. Вот она в душе, она очень хочет любви. Она даже и ищет любви, потому что, ну, несмотря на то, что, да, она очень любит деньги, но ей хочется, чтобы ее любили. Ей хочется какой-то вот гармонии именно с мужчиной. Я не знаю, она этого могла вам никогда не рассказывать, но я склоняюсь к тому, что у нее не очень счастливое детство было. Какие-то моменты, это могли быть, я не знаю, может быть, холодное отношение родителей, жесткость какая-то чрезмерная. Вот она чего-то недополучила. То ли это материнского, родительского тепла она недополучила, и вот такой она выросла. Получается, вот в душе она такая, ну, я не скажу, что она белая пушистая, но вот в душе она немного другая, чем в своих проявлениях. Вот она другая. Вот в душе я бы сказала, что она не такая плохая, какая кажется, и хочет казаться. Вот у нее еще, знаете, идет такой момент, у нее как будто, ну, это психологическая защита, что ли. Вот это ее какая-то жесткость, злость, может быть, даже вспыльчивость. Ну, то есть она на опережение идет вот по жизни. Она предпочитает первой нападать с упреками, со скандалами, да, вот она лучше будет первой, чем ее кто-то унизит, понимаете? Но это да, я понимаю, в принципе, это психологически у нее идет, ну, скорее это с детства. Я думаю, что ее, возможно, и унижали в детстве, ну, что-то у нее там такие были не очень хорошие моменты. И поэтому, когда она выросла теперь, она старается вот сделать первой, унизить, оскорбить первой, да, чтобы, не дай бог, это не сделал кто-то другой с ней. Вот такой еще момент. Знаете вы об этом или нет, напишите в комментариях, ну, именно по поводу ее детства.
курсе вы об этом, что у нее такое непростое детство было, или же нет? Так, что еще у нее происходит в жизни? Вот чисто, знаете, вот дом, работа, я бы сказала, ну, дети еще. Да, ей хочется семьи, ей хочется, но опять же с обеспеченным мужчиной. Вот вас она потеряла, но она абсолютно несчастлива. Вот у нее все пошло наперекосяк. Помимо того, у нее еще полно страхов и комплексов. Давайте уточним, что за страхи и комплексы. Она, во-первых, очень боится быть бедной. Очень. Это тоже, кстати, у некоторых может проигрываться родом из детства. Если, допустим, она жила в бедной семье, там, где, ну, я не знаю, недостаток какой-то был и материальный, и вообще там, и финансовый. Она очень боится одиночества и очень боится быть бедной. Вот именно финансово бедной. Она, знаете, вот она то, что, ну, это то, что я только что пыталась вам объяснить. Смотрите, это у нее, да, однозначно у нее своего рода такая защитная реакция, вот это ее злость, агрессия. Хотя она пытается уже, она поняла свою ошибку, она пытается быть с людьми более миролюбивой. Ну, хотя, я думаю, у нее не очень получается, потому что, ну, люди к ней не тянутся. Абсолютно. Вот если к вам, наоборот, люди тянутся, как-то вот ваше тепло чувствуют, к ней люди не тянутся. Я не вижу вообще, у нее даже как-то близких подруг, друзей, приятелей. Абсолютно не вижу. Ей хочется любви, ей хочется, однозначно, ей хочется любить и быть любимой, но опять же с богатеньким дяденькой. Она, знаете, вот психологически ущербный человек. Ну вот простите, я не могу по-другому вот назвать. У нее очень много психологических вот комплексов, у нее много страхов, у нее много каких-то вот предрассудков, что ли. Ну то есть вот этих тараканов у нее полно. Счастья нет, финансов нет. С детьми даже, вот я вам скажу, у кого есть дети, у нее могут даже проигрываться какие-то вот проблемы, ссоры, недопонимания даже с детьми. Вот она такой человек, она вот из-за своей какой-то вот защитной реакции, она даже с детьми может конфликтовать и, ну, лезет на рожон постоянно. Какие-то нравоучения могут быть, постоянно какие-то упреки даже детей, да. Ну, то есть человек, который глубоко несчастен сам, она пытается сделать несчастными и других. Понимаете, какая дилемма и парадокс получается? То есть вот не зря говорят, что счастливый человек, он излучает свое счастье. А она вот, она глубоко несчастный человек, психологически, и закомплексованный, да, с кучей своих тараканов. Вот она транслирует в мир свое внутреннее состояние. В принципе, знаете, вот ее можно реально вот чисто по-человечески пожалеть. Она и к вам так относилась, да? Она и к другим относится как-то, ну, не ценит она, ни дружбы не ценит, не то, что для нее делают. Но опять же, это глубоко-глубоко идет родом с ее детства. Вы можете об этом даже не знать, но у нее либо же даже может быть какая-то серьезная психотравма. У кого-то это может быть постоянные условия такие вот напряга с родителями. У кого-то бывают свои травмы. Ну, то есть человек, которого можно реально пожалеть. Вот я по-другому даже не скажу. Счастья здесь нет абсолютно. Конечно же, она недовольна, что она осталась вот в таких вот условиях жить, да, потому что с вами она жила совершенно по-другому. Она не добилась того, чего хотела. Она не нашла себе обеспеченного Буратино. Она не нашла себе ни любви, ни счастья, ни покоя в жизни. И сейчас она вот чувствует себя одинокой, никому не нужной. И еще и без таких финансовых вливаний. Потому что, ну, зарплата, ну, максимум до среднего. Большой зарплаты я здесь не вижу, больших финансов. Поэтому вот как-то так, ребята, бумеранг в действии. Всегда все получают по своим заслугам. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
Делитесь видео с друзьями. И всем пока!